Дом или квартира? А что бы ты хотел? Ты знаешь, в детстве я всегда хотел дом. Я и в селе часто жил, и есть такая картинка, большой дом, 2-3 этажа, семья, собака, лабрадор. Но чем больше я живу в городе, тем больше понимаю, что там дети хотели бы как-то. Я хотел бы, чтобы мой ребенок в социальной жизни города участвовал, ходил на кружки, и я не хотел бы его возить на эти кружки со своего дома или таунхауса. В этом видео я хочу, чтобы ты помог мне и нашим подписчикам, зрителям помочь принять это решение. Все-таки дом или квартира? Какие есть плюсы и минусы покупать эти объекты? Классный вопрос. И в целом тот вопрос, который люди задают почти всегда. Потому что у тебя есть выбор. За, например, 1 000 000 злотых ты можешь купить квартиру двухкомнатную, иногда трехкомнатную, это в Варшаве, или четырехкомнатную в городе чуть поменьше. Или за этот 1 000 000 злотых ты можешь купить не 60 метров, там, грубо, или 50 даже, а 150. Это сразу, знаешь, делает впечатление на человека, да? Весомый аргумент. Весомый аргумент, и это основной аргумент, почему люди выбирают. Потому что цена квадратного метра за городом тупо дешевле. Ну мы же, знаешь, мы еще говорим дом или квартира, мы имеем в виду загородный дом, а не в городе. Потому что если это дом в самом городе, то это неподъемная Ты знаешь, когда я слышу, вот, ребят, напишите, как у вас, но когда я слышу дом или квартира, у меня ассоциация, что это всегда как бы за городом, да, дом, а квартира, она как бы всегда в городе. Но это важная ремарка. При этом у меня есть знакомый, который живет в 2 станциях в Варшаве от Кашпшака. Есть такая улица, это недалеко от Ронда до Шинскего, и он живет в доме. То есть он в 5 остановках от Ронда до Шинскего живет в таунхаусе. Как тебе такой кейс? Интересно, сколько платит? Платит, да, обеспеченный человек, может себе позволить. Это классно, на самом деле. Это идеальный вариант. Когда не стоит, вопрос вообще цены, наверное, люди выбрали просто больше метров касания с землей, такую большую свободу, меньше соседей, меньше шума. Конечно, там очень много плюсов. Мы сейчас как раз их и обсудим. Если вопрос стоит в бюджете у вас, и вы понимаете, что вам надо больше метров, понятно, что это загородная недвижимость. А если говорить про цены, то в хороших, обеспеченных, дорогих районах города цена может быть в 3, в 4, даже в 5 раз выше, чем в загородной недвижимости в радиусе 10-30 километров. Что 10, что 30 километров, на самом деле там уже большой разницы нету, потому что у тебя будет или поезд, которым ты будешь быстро доезжать до города, или машина. И паркинг где-то. И паркинг, да. И обычно там ни светофоров, ничего такого нету, то есть трассу ты пролетаешь очень быстро, разница 5-10 минут на самом деле. А цена, конечно, большая в 2, в 3, в 5 раз, в зависимости от квартиры или дома. Я буду называть дальше факторы, которые являются плюсом для одного и минусом для второго. Да? Собственно, важный момент — это то, сколько ты будешь платить во время эксплуатации, да, потому что ты покупаешь, но все равно надо что-то платить. И вот это что-то — это чинш, в Польше называется, да, админ-услуги. И если мы говорим про загородную недвижимость, там обычно вот этого чинша вообще нету. То есть часто это бесчиншово называется. Недвижимость платишь только за электричество. Да? Но есть и другие моменты. Отопление. Отопление в этом году, это буквально 2 месяца назад, сильно подорожало. Сильно — это в 2 раза. Сейчас многие владельцы недвижимости, поляки, жалуются на то, что вместо привычных 1000-1500 в месяц они платят даже 4000 в месяц. $1000. Слушай, это зависит от дома. У них там по 200 плюс метров дома, конечно, в каждой комнате топить, да, но все равно это важный аргумент. То есть ты должен понимать, что в квартире я за отопление вообще не плачу, потому что сосед слева и справа прекрасно мне обогревают мою квартиру. Новые дома, они достаточно термоустойчивые. И благодаря этому я даже, наоборот, я окна открываю зимой, чтобы там спать, потому что мне жарко. Вот так. Но если у тебя дом и соседей сбоку нету, у тебя каждая стена — это тупо энергопотеря. И стекло тоже. Конечно, стоимость отопления, она в разы выше, чем стоимость отопления квартиры. Отлично. Вы досмотрели до этого момента, значит, вам действительно интересна недвижимость в Польше. Поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал и внизу под видео напишите комментарий. А если вам интересна профессиональная помощь в покупке, продаже или аренде недвижимости в Польше, вы можете обратиться к нам. Внизу под видео вы найдете все ссылки. И продолжаем смотреть выпуск.
Кроме этого, мы сейчас уже вообще в обслуживание этого дома уходим, да? Газон возле дома нужно стричь по-хорошему, чтобы там Ну какие-то да. змеи не завелись, еще что-то. Ну, историю про бобров ты помнишь, да? Да. Про кротов, которые выели сетку. Знакомый нас 40 тысяч злотых постелил сетки, постелил, извиняюсь, газон, и этот газон сожрали эти кроты, и приходилось все переделывать. В случае, это твой знакомый еще, наверное, не успел снег почистить зимой, потому что в Польше снег выпадает все-таки. Вот нужно вычищать, потому что потом или это будет жесткое болото, или ты не сможешь просто с гаража выехать автомобилем. Соответственно, есть очень много моментов, которые ты в квартире просто не делаешь. Понимаешь, да? То есть за домом нужно ухаживать. Да. Дом подвержен коррозии, эрозии и другим неприятным вещам. Его нужно чаще подкрашивать. За ним нужно следить, чтобы там и вода, и с септиком были проблемы. Ну это же дерьмо наше человеческое. Например, да? Это Никуда не девается. никуда не девается, да. То есть тебе нужно позаботиться про то, чтобы там был какой-то септик. Или это не септик, а какая-то такая условно-выгребная яма, и раз в месяц тебе приезжает ассенизатор, да. Кто не знает слово ассенизатор, это говновоз. Давай так То назовем. есть, одним словом, геморрой какой-то. Дерьмовая ситуация, потому что... Дерьмовая история, да. Да, вообще. В чем суть? Когда выкачивают продукты жизнедеятельности человека, стоит очень противный, неприятный запах, и он обычно стоит еще там целый день. То есть Да. он за ночь куда-то выветривается, но в целом это дискомфорт, с которым тебе приходится жить, потому что ты выбрал именно загородную недвижимость. Да? Окей, да. Как бы, я не говорю, что это плохо или хорошо. Кому-то хорошо, кому-то плохо. Это, А вообще все, что мы обсуждаем, это ж... да, каждый на себя меряет, на Конечно. свою ситуацию. Да? И не отходя далеко от диких животных, на самом деле я бы сказал, что это большой плюс. За городом их много. Ты наверняка обращал внимание, и на автострадах очень много знаков, да, что дикие животные могут перебегать дорогу. Даже в городе, и в Гданске, в Гдыне, в Варшаве постоянно видео присылают люди, где кабаны выходят просто погулять. И по городу, и по парках. В каждом почти парке ты найдешь дикое животное, на самом деле. Прям дикое-дикое, такого-то кабана, например, или лося, да. То есть они там есть, олени. Это классно, когда это олени и зайчики. Они красивые, они безвредные, они тебя тоже боятся и так дальше. Но это не классно, если это змеи, если это комары, прям огромные, да, кабаны, то те же кабаны. Ну, или если... лисица какая-то. Или лисица. Ты же не знаешь, она там бешеная, не бешеная, еще что-то. На самом деле есть заблуждение, что за городом вообще нету никакой инфраструктуры. Это неправда, она там есть. Это важно понимать. Там асфальт. Там всегда есть жабка. Там есть жабка, это правда. Там есть какие-то местные магазинчики, там есть и поликлиника. Ну, ладно, окей, там крупным объектом типа поликлиника. Надо ехать, да. Ну да, надо доехать, конечно. А может и даже в город лучше поехать. Там нету международных школ. Там есть одна какая-то школа на несколько сел, да. Там нету, ну, в целом всего, к чему ты привык в городе. Спортзала, скорее всего, большого не будет, здрофита, типа. А есть, конечно, иногда такие, типа, локальные, но это такие 20 лет назад, которые открывались, там другой контингент, вряд ли наш зритель привык к такой ходить. Мне кажется, те, кто живут в доме, они тренируются, просто делают воркаут какой-то рядом с домом, либо отжимаются, приседают прямо в доме, и все. Maybe. Но в любом случае, потому что другого варианта нету, да? Окей. И вот эти все моменты, которые тебе необходимы, нету большого ТЦ. То есть я уже разжевываю, к чего нету, но ты должен понимать, что для людей это важно. И вот когда ты покупаешь недвижимость, ты должен понимать, а как я живу? Какой у меня лайфстайл, да? Какой лайфстайл, да, если я хочу хотеть сам готовить еду, мне нужен рынок, мне нужен супермаркет. Да. А если ты не готовишь, и жена твоя не умеет готовить, или не хочет, Или если ты любишь в Старбаксе кофе пить, да? Да, кто к тебе приедет за город с доставкой? Вопрос. Никто. Вот, видишь, есть как бы нюансы. И кроме этого лайфстайла нужно смотреть на состав своей семьи. Для собаки, конечно, круче за городом. Для маленьких детей круче за городом. Потому что воздух, потому что спокойно, да. Но если это дети школьного возраста, во-первых, их нужно возить. Во-вторых, школа не до конца твоего рабочего дня. Им нужны кружки. Их туда тоже нужно желательно перевозить. Если это подростки, им же тоже нефиг делать вообще за городом. То есть они выходят, и куда идти? Скорее всего, могут чуть-чуть даже подпортиться отношения с подростком, потому что он тупо будет выйти на луну или сидеть в компе и не будет настолько социализированным именно в живом общении, потому что тупо нету большого количества ровесников. Да? Подростку важно жить в городе, где он просто вышел из дома и сразу общается с подростками. Ты не знаешь, до скольки лет можно... Со скольки лет можно отпускать ребенка самого
Тут в Польше, насколько я помню, чуть ли не до 14 лет Что-то такое, да. он должен с родителем быть в сопровождении. Я точно не знаю, мои еще не настолько взрослые. Тогда скипаем. Хорошо. В целом, если говорить еще про инфраструктуру, то автомобиль, да, он прям необходим. Тогда, а может даже 2. Права и у тебя, и у жены, я думаю, Да. И не выпивать лишнего и так далее, и так далее. Но или должен быть классный транспорт. В автобус вряд ли поедет прямо от тебя из-под дома до Варшавы, до центра. Да. Но поезд может поехать. Поэтому наземный транспорт, он очень быстро доезжает. Если тебе недалеко даже до станции, или ты можешь подъехать, не знаю, велосипедом или тем же автомобилем, это тоже классный вариант, потому что поезд — это недорого в Польше, и это очень быстро, и в целом ты очень-очень мобильный. Как бы на это тоже надо обращать внимание. Выгодно ли сдавать в аренду Загородную недвижимость. Да, я думаю, один из критериев входить, да, как бы мы сейчас обсуждаем, покупать или нет, то есть входить в сделку или нет. Очень важно иногда, как выходить и что с ней сделать. И я, например, понимаю, что сдать в аренду дом, наверное, сложно было бы, сложнее, чем квартиру, даже какую-то самую непонятную, самую простую. На самом деле, да, те, кто арендует недвижимость, они в первую очередь смотрят на локализацию, а именно на логистику, даже так правильно сказать. То есть на скорость доезда до того места, куда им нужно. Мгм. На загородную недвижимость спрос на аренду намного ниже в процентном соотношении. Но там и предложение намного ниже всегда. Поэтому дома и таунхаусы, и дуплексы в аренду сдаются, наверное, в 2 раза дольше, чем квартиры. То есть до 2 месяцев, если брать среднее по Польше, ты его в аренду сдашь. Может, даже и быстрее, смотря какая цена будет. Если хорошая цена, быстро сдашь. Спрос на загородную недвижимость очень сильно вырастает в конце зимы, в начале весны, потому что дальше весна, лето, осень. Это классное время, чтобы пожить за городом. Если говорить про продажу, то продается недвижимость загородная плюс-минус тоже в 2 раза дольше, чем в городе. Не 2 месяца в среднем или там 3, а, наверное, до полугода. И то, если ты хочешь продать по хорошей цене. Если тебе нужно быстро выйти, ты за 2 недели ее продашь. Сможешь выйти, да? Ну, конечно, мы с клиентами, когда ищем для них недвижимость, и мы видим прям очень хорошую цену, то люди там прям ругают. Спрос там есть, очередь стоит, и даже цены повышаются. А ты можешь привести пример, что можно купить за 1 миллион в центре Варшавы, за 1 миллион злотых где-то в околицах, а-ля там, я люблю Биоленко как пример, ты знаешь, да? Или там Макотов, какие-то дома, таунхаусы за эту же стоимость. То есть, условно, какое состояние недвижимости будет и количество квадратных метров. Да, конечно. В центре или рядом с центром у нас есть Воля из дорогих районов, и ближняя Воля. Я думаю, что за 1 миллион мы можем купить квартиру от 30 до 40 квадратных метров. Уже не больше. И это будет квартира, которой там от 3 до 10 лет. Ну, в доме от 3 до 10 лет. Если постарше, то, конечно, можно чуть-чуть больше метра взять, но в среднем по центру 33 тысячи злотых за квадратный метр. Это среднее для всей недвижимости, и для новой, и для старой. Популярные районы — это Воля и Макотов, достаточно престижные для Варшавы. Жалибош, особенно его новая часть. Там, я думаю, что в среднем 25 тысяч за квадрат на вторичном рынке. На первичке тоже до 25 тысяч. Как бы там, на самом деле, зазор есть и от 20. Можно что-то хорошее начинать. Старое жилье там начинается от 17 тысяч. Старое — это типа сталинки, это типа панельки, но уже с хорошим ремонтом. Это вот я тебе называю транзакционные цены наших клиентов, почем они брали эту недвижимость, да? Потому что, на самом деле, можно найти и бабушкину квартиру с ценой за 15 тысяч за квадрат, проблемами и так дальше. И с бабушками. И с бабушками, но как бы мы говорим про то, что люди реально покупают. Потому что вилка там от и до, она ж огромная, но то, что люди покупают, вот я тебе цены называю. Биоленко — это 12 тысяч за квадрат. Есть Биоленко дорогая и престижная, там 17 тысяч за квадрат злотых. Примерно. При этом есть, давай тогда еще загородную недвижимость рассмотрим. Да? Загородная недвижимость 10 тысяч за квадрат на первичке — это уже дорого. Это уже прям что-то жирное. Да? Ну и как в любом городе, и как в любой столице, есть восточная часть, западная. Восточная, она всегда дешевле. То есть это там Воломинское направление и так далее. Мы там находили даже по 4 тысячи злотых за квадратный метр. Ого, $1000 за квадратный метр. Это... Да. Но там очень плохая уже была инфраструктура, там вот прям уже без асфальта. То есть там уже прям задупье, по-польски говорят. Более перспективная все-таки западная часть Варшавы. И
от 7 до 9 тысяч злотых за квадратный метр ты возьмешь классное жилье или на первичке, или вторичку с ремонтом уже. С хорошим 3-летним, 5-летним ремонтом. Мгм. То есть примерно так. Окей. Поэтому 1 000 000 злотых — это на самом деле нормальная трешка на спальнике варшавском, типа Урсуса, типа Праги, или это 150 метров, 5 комнат плюс, 2 или тоже, а то даже 3 санузла. Ну, в целом, И 20 километров от Варшавы. и 20 километров от Варшавы, жилье, ну, это такое же жилье как бы для белых людей, можно так сказать. Очень важный трюк. 150 метров звучит классно, правда? Но их надо обставить. Это одно. То есть там ремонт, понятно, что дороже за целый дом будет. Часто люди делают 2 этажа, третий там мансардный, например, там, через пару лет, когда Потом насобирают. доделают. Да. Но смотри, в чем штука? 150 метров — это вроде бы много, но ты должен понимать, что от 10 до 20% метража сжирает лестница. Ты за нее тоже платишь. Мгм. Еще есть последний этаж. Мы его называем мансардный, да, поддаши по-польску. Это всегда этаж, где у тебя не стены, а уже крыша. Мгм. Ты должен понимать, что по центру, находясь этой комнаты, ты стоишь в полный рост. Но чуть-чуть влево, чуть вправо, у тебя уже крыша над головой, и ты упираешься в нее. И там внизу это может быть или детская комната для невысоких детей, или какую-то мебель нужно порасставлять, такую специфичную, да, которая будет по углам. Поэтому в целом ты покупаешь мансарду тоже по той же цене за квадратный метр. Но ты ее не можешь полностью использовать, потому Да. что... Это неполноценный 3-й этаж. Ну да. Потому что у тебя только маленькая И так часть, и ты всегда? можешь Так- выпрямиться. Так во всех домах? Да, Или- ну, в большинстве. И есть, например, сейчас новые застройщики нового поколения. Они стараются строить верхний этаж квадратным. То есть они строят классные с панорамными окнами красивые кубики, да? Да. И это полноценный этаж. Но это двухэтажный. 3-го этажа там нету. Полноценные 2 этажа. Ну что, ребят, напишите ваше мнение. Вы считаете лучше покупать загородную недвижимость, дома, таунхаусы, или же фокусироваться на покупку квартиры в городе? И это причем не важно, Варшава, это Краков, Вроцлав. В этом видео постарались разобрать подход и сам концепт, да, к принятию решения. Как ты считаешь, почему ты не купил дом? Наверное, рано еще. Из-за детей, из-за того, чтобы дети пользовались как бы городской инфраструктурой, или что значит? Мы когда покупали свою первую квартиру, у нас еще детей не было. У нас был такой же план, как у каждого среднестатистического жителя этой страны. Ковальского. Ковальского, да. Мы покупаем квартиру, как только появляется один, и мы смотрим тесно-не тесно, или второй ребенок, мы после этого переезжаем в загородный дом. То есть все так делают, абсолютно. Все, кто продают 40 или 50 метров, и сами там жили, они инвестора, их следующая покупка — загородная недвижимость. Или если получается просто на нее заработать, не продавая первую квартиру, то у них всегда 2 недвижимости. Квартиру они сдают в аренду, или если я живу в центре, то я в будние дни сплю в центре, на выходные к жене и к детям. Вот так люди живут. Примерно. Еще важно по сложности покупки, да, мы знаем, что нужно разрешение от МВД. Расскажи про это. Разрешение на покупку земли, на которой стоит недвижимость, оно, да, действительно необходимо в том случае, когда ты покупаешь землю, на которой стоит дом или квартира. Но когда ты покупаешь квартиру или дом, который стоит на земле, у тебя земля в придачу, тогда не нужно. То есть, на самом деле, это простая очень формулировка, это так, чтобы прям очень просто объяснить. Но это обязательно нужно проверять, когда ты иностранец. Если это отдельно стоящий дом особняком, в 100% случаев нужно делать разрешение. Когда это дуплексы, наверное, в 40% случаев нужно делать разрешение. Когда это таунхаусы, в 30% нужно делать разрешение. Это значит, что, скорее всего, ты сразу покупаешь как квартиру. Это, да? Но иногда это земля все-таки, на которой есть квартира, и тогда нужно делать разрешение. Это обязательно нужно проверять перед покупкой. Иногда застройщики ждут без проблем. Иногда бывает, что ты платишь залог, приходит тебе к нотариусу, нотариус говорит: а ты не можешь это купить. Спасибо большое, до свидания. А застройщик говорит: а я же не виноват. Вот как-то так. Это важные моменты, на которые надо обращать внимание. Конечно же, проверять перед покупкой. Но в целом зеленый свет почти всегда. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.